Всем привет, это снова я, Лена, и добро пожаловать на мой книжно-лингвистический канал. И сегодня я принесла к нам в студию отличные новости. Ребята, все на самом деле гораздо лучше, чем мы думаем. В буквальном смысле вообще все. И, разумеется, это не я так сказала. Это исследование целой жизни одного потрясающего шведского ученого и врача, который даже написал об этом целую книгу. Книга вышла настолько крутой, что сам Билл Гейтс решил подарить ее в этом году всем выпускникам США, правда, только в электронном формате. Но это не делает его жест менее значительным. В общем, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой ВКонтакте. На Facebook не подписывайтесь, я туда не заходила с тех пор, как меня полгода назад взломали. Ставьте лайки, делитесь этим видео и поехали. Сперва два слова о потрясающем человеке, который написал Factfulness. Ханс Рослинг, швед по национальности, в первую очередь всю свою жизнь был врачом, который много лет провел в самых бедных странах Африки, где лечил людей всех возрастов, а также изучал болезни и эпидемии. Во вторую очередь он был профессором Каролинского университета по вопросам международного здравоохранения, специалистом по статистике и всемирно известным лектором. Он всю свою жизнь собирал данные по вопросам, которые всех нас беспокоят больше всего и с которыми никто из нас не в силах справиться. По вопросам таким как бедность, перенаселение, глобальное потепление, образование, точнее образование женщин и детей в самых бедных странах в мире. И еще куча других тем, которыми нас каждый день пугают в новостях. А еще он был очень смешной. Посмотрите его выступление на TED, получите огромное удовольствие. Одет в точности как мой папа. Видимо, все ученые в мире одеваются одинаково. У них свой haute-couture. Ну окей. Приступим. Книга в буквальном смысле о том, почему все в этом мире реально лучше, чем мы думаем. Для пущего драматического эффекта автор начинает книгу с теста, который совершенно невозможно не завалить. Вот эти вопросы. Какова средняя продолжительность жизни? Насколько вырастет население нашей планеты к 2100 году? Сколько процентов мирового населения имеют доступ к электричеству? Реально ли глобальное потепление? И после того, как читатель на 90% этих вопросов отвечает неправильно, автор приступает к развенчиванию мифов. В книге их перечислено 10, но я коротенько пробегусь по 3, которые мне показались самыми яркими и значительными. Хотя книга относится к категории non-fiction, что-то из того, что я скажу, может оказаться спойлером. Я предупредила, дальше дело за вами. Миф номер 1. Наше видение мира, как разделенного надвое, безбожно устарело. Мир больше не состоит из очень бедных и очень богатых людей. Бедные и богатые все еще существуют, но большая часть населения планеты существует где-то посередине, в разных местах шкалы средний достаток. Однако, наша любовь все делить на две группы, причем чем бестолковее группы, тем мы счастливее, все-таки берет свое. Помните, как какое-то время назад вот это было безумно популярно ВКонтакте? Мы бы не подсаживались на это, но очень уж нравится человеку делить мир на нас и на них. Нам хочется принадлежать к какой-то группе, где мы не такие, как они. Ну и, как следствие, объяснять все особенностями личности, как правило, плохими, а не тем, что так ситуация сложилась. Совершенно случайно. Не сарказм. А еще мы очень любим крайности. И больше, чем крайности, мы любим только сравнивать крайности. Например, взять два почти неправдоподобных экстремальных примера, сравнить их и подвести под них целую теорию, объясняющую весь мир. И сами-то по себе примеры хороши и реальны. Только под них подпадает 0,01% всех подобных случаев. И истина все равно остается где-то посередине. Чертов столик. В этой ситуации столик вообще-то не виноват. Вообще-то я прекрасно знаю, что он там, потому что он там стоит всю свою жизнь в этой квартире. Но когда что-то идет не так, включается наш второй инстинкт. Инстинкт кого-нибудь обвинить. И в данном случае это действительно инстинкт, потому что даже самые маленькие дети инстинктивно ищут виноватого, когда что-то идет не так. А ведь у детей еще недостаточно знаний о мире для того, чтобы подобная реакция была продуманной. Вот цитата. «Нам нравится верить, что все происходит потому, что кто-то захотел, чтобы оно произошло именно так, что у людей есть власть и средства. В противном случае мир кажется непредсказуемым, пугающим и сбивает с толку». Вместо того, чтобы искать козла отпущения, автор нам предлагает сделать кое-что другое. Например, поглубже взглянуть на то, как работает та или иная система. Потому что в 199% случаев виновата именно она. Ну и еще кое-что. Проблема в том, что когда мы находим плохого парня, мы перестаем думать. И это реально проблема.
Инстинкт срочности. Это тот инстинкт, который меня бесит больше всего. Скорее, бегом, сделай, срочно, сгори в огне! Природа заложила в нас инстинкт срочности, и без него мы бы не выжили. Потому что нам нужно было срочно спасаться от саблезубых тигров. Нам нужно было срочно хватать оружие и драться с агрессивным соседним племенем, которое пыталось отнять наших женщин и детей. Нам нужно было срочно спасать свою деревню. Но нам совершенно не нужно срочно покупать 18-ю тушь, потому что скидочка на нее сгорит через неделю. Призыв к срочному действию отключает наше критическое мышление напрочь и заставляет принимать ненужные решения прямо сейчас. Ну и, как правило, мы решаем это в пользу рекламки, потому что она нам сулит что-то очень-очень приятное. Вообще-то в реальности срочность почти никогда не бывает такой уж срочной. Но хуже то, что все вот эти бесконечные «да ладно, вам надо брать, чего думать», опасны тем, что мы от них слегка немеем. И в тот момент, когда решать действительно нужно будет срочно, мы можем опоздать. Прям как в той старой сказке про волка. Ну и цитатка, как водится. Я не говорю, что не надо волноваться. Надо волноваться о правильных вещах. И это всего лишь 1/100 из всего количества супер крутых мыслей в этой книге. В общем, я искренне надеюсь, что очень скоро ее переведут, и она будет на полках всех книжных магазинов. Потому что после нее прям как-то словно отлегло. И утренние новости на Первом канале уже так не пугают. Я бы даже сама ее перевела, хотя я ненавижу делать письменные переводы. На этом у нас все. С вами была Елена Кундера, не Первый канал, Москва.